Всех приветствую на своем канале. Ну, тема у нас сегодня у меня будет про выжелчивание табака. Как вы помните из последних видео, на выжелчивание повесила здесь на выжелчивание сушка. Ну, эти вот они уже более-менее уже повыжелтились, повысушились, но все равно что-то все это очень, медленно идет. Очень медленно, что мне не нравится. Долго выжелчивается. Да, плохо и долго, что-то вообще никак не хочет. То, что говорили, там воду ставить, ну, пониже, повыше. Ну, это я знаю, я полностью согласен с этим. Он лист сохнет, а жилка, еще зеленочь. Но это на сушку их надо. Не дожелчивается еще до конца. Надо повлажнее место им. Ну, это вообще немножко зеленцой подсох. Не успевает выжелчиваться. Медленно идет. Оно видно. Даже вот она. Вроде идет, но очень медленно. Есть, конечно, шикарный лист. Такой вот такой бы весь на сушку. Да какого весь на сушку просто. Вот здесь зеленый еще. Но он и желтится, но очень медленно. Не хватает влаги. Чтобы посильнее лист весь зрелый был. А этот наоборот. Некоторые начинают уже подсыхать. Все неравномерно идет это. Ну и сейчас хочу его перевесить в теплицу. Вот. Края начинают подсыхать. А середина еще, зеленая. Ну там-то пожелтее уже пошел. И вот хочу его перевесить и ускорить процесс этот немножко, потому что сейчас, не сейчас, конечно, сейчас дожди у нас немножко идут, погода помягче стала, хотя вчера жара рубила. И вот хочу его в теплицу перевесить, да поставить емкость с водой, да посмотрим, что получится. Сейчас выходные, процесс можно проконтролировать, Ну, вот он начинает подсыхать, а этот еще не готов. У нас лист. Ладно, ребята, сейчас покажу дальше действия. Все, не переключайтесь. Ребята, повесил я лист, эти крайние уже я раздвинул. Открыл две стороны, дышать нечем здесь. Все равно. Пока потаскал их. Сам чуть не офигел. Ну так вот получится. Сейчас раздвину их. И пойдет процесс, я думаю, нормальный. По крайней мере, быстрее. Также и высушу здесь его. На крайняк, если на сушку, то вентилятор у меня старый есть. Такой-то. Ставлю сейчас каждый день в деревню езжу. Процесс проконтролируется. Сейчас еще корыто надо принести для воды. И все будет хорошо, я думаю. Потому что, ребята, остается 1 месяц. Август. Не знаю, успеется это все или нет. Была она у меня крашена. Несколько лет назад красил я им фасадной краской, но облетела. Ясно, что держаться не будет. Прямых солнечных лучей не было, просто была здесь температура хорошая, ничего не портилось, не выжигала. А сейчас краски нету, как-то в этом году. Она и не нужна была сильно. Навоз вожу сюда под следующий год. И как-то повесил лист, а он начал сразу подгорать. Солнце прямые лучи попадают. Плохо. А в том году вообще проблемы не было. Вешаешь, выжелчивание идет вообще. За несколько, дня 3-4 точно, и все готово. Снимаешь, и
На чердак я вешал, просто времени мало. Раз повесил, там все. Он даже не смотрел за ним, оно сохло, досохло, все. Через несколько месяцев посмотрел. Чердак-то здоровый у меня. И все там нормально было. А в этом году, ну, вообще с начала года черти что идет с табаком. Ладно, сейчас развешиваю. Корыто занесу, воды наберу. Покажу. Хотел показать вам еще вот такую штуку. Ну, наверное, сейчас-то никому она... Ну, я имею в виду, знают все про нее. Была форточка раньше на ней. Как бы то открытие надо было, то закрытие весной, когда холодно, не холодно. Вот что, уже я не помню, уже года 3, наверное, если не больше, наверное, стоит она у меня. Открывается, закрывается. Нормально работала. Ну, она и работает. Просто сейчас дверь открыта была. И она как бы закрылась назад, форточка эта. А так, думаю, ее пока снять, наверное, убрать. Она, вот ее открутил. И все. И считай, она не работает. Погода у нас сегодня пасмурная. Так что закрываем эту дверь. Все это закрываем. Так что вот такие вот гирлянды у нас получились. Чтобы создать влажность большую. Затащил я вот такое корыто строительное. Налил воды, ну не знаю здесь сколько, может 2 ведра. Для начала хватит. Посмотрим, за сколько он его выпьет. Ну, как будет испаряться. Сильного солнца нету. Как бы... Ну вот начинает, ну, местами выходит, местами заходит. Как бы посмотрим, какая будет температура здесь, влага. Блин, я, честно сказать, еле повесил все это, потому что, ну, ужас. Невозможно. Жарень, хоть и солнца такого нет, но жарко очень в ней. Очень жарко. Ну, посмотрим, как будет дальше все это дело происходить. Ну, еще раз повторюсь, контролировать. Есть время у меня. Процесс этот. Буду смотреть, как, что. Ну, вот солнце немножко вышло, сразу чувствуется, что температура поднялась в ней. Даже рядом стоя с ней, с открытой дверью, невозможно дышать уже здесь. Ну и плюс корыто добавит влажности, а выпадет осадок на теплицу. Уже так-то прямых солнечных лучей не будет, ну и уже лист как бы и поварится. И, в общем, как-то так получится. Нету времени очень мало остается. Всего лишь кажется, что месяц, да, а пролетит незаметно. А еще урожай этот, это же только начало было в основном. Урожай еще снимать, уже надо, уже готовиться к этому, а вешать его некуда, под навесом что-то он не прет, совсем никак не хочет. Так что его надо немножечко подогнать, ускорить как бы процесс. И еще раз повторюсь, что уже так я делал, проблем не было. Но если будет подпекаться, то заеду в магазин для огорода, огородников для огорода, куплю укрывного материала и сверху ее обтяну. Тут много-то и не нужно. Обтяну сверху его, чтобы не выжигало листа, и все, и проблема сразу не закончится на этом. Ну, красить уже смысла нету ее. Да и краска, сами сейчас знаете, цены вообще одуреть можно. Так что вот, ребята, как-то так. Что еще добавить-то к этому? Да добавить-то особо нечего. Так что будем смотреть за результатом. Что получится, ребята, покажу. Ну и думаю, высушу я вот здесь все равно. Что там, долго что ли корыто перевернуть с водой? Перевернул его, открыл его с двух сторон 2 двери. И я думаю, он высохнет здесь вообще очень быстро.
А потом в гирлянды его и на чердак можно вешать. Не хочется мне уже лазить на этот чердак, задолбался просто. Таскай все это наверх. Так и смысл такую тяжесть туда вешать. Ну, уже запах почувствовался листа. Угу, зеленки. Ладно, ребята, подписывайтесь, пишите комменты. Что знаю, скажу, что не знаю, посоветуйте. Ладно, всем привет большой и удачи.